Всем привет! И сегодня я расскажу о тягах к колбу на задние дельты. Я не просто так держу три разных типа ручек. Эти все ручки мы попробуем. Ну или по крайней мере я вам объясню, как ими работать. Самая классика исполнения в кроссовере. Это ваш любимый тренажер для сводок на грудь. Мы будем пользоваться верхним блоком. Самый первый вариант исполнения это канатом. Он сложный, потому что те, у кого слабые кисти, в частности девушки, например, они не могут держать эти круглые штуковины пальцами. То есть так же, как я делаю сам. Вот. Вам придется тянуть колбу так, чтобы у вас и локоть, и кисть шли назад. То есть заметьте, я стану немножко боком, чтобы было виднее. Я тяну и кисти, и локти назад. То есть разводя локти, тяну еще и кистями. Ошибкой будет, если вы будете тянуть кисти и локти на одной линии. Да, задняя дельта так работает, но вы не заденете весь суставной манжет плеча в общем сзади. Так с кистями и локтями работать гораздо эффективнее. Если же у вас в спортзале нету каната нормального, либо вам неудобно с ним делать и кисти не выдерживают, вы можете попробовать ручку. В принципе подойдет любая, даже прямая ручка, но это удобнее, потому что она немножко шире стандартной прямой. Я ей люблю пользоваться. Плюс есть треугольник на случай чего, чтобы голова поместилась куда-нибудь, если я слишком сильно потяну. Попробуем ее. Мы делаем все то же самое. Тянем колбу. И даже если я перестарался, можно и перестараться, чтобы голова треугольная стала, но в любом случае это немножечко удобнее, чем канат. Во всех подтипах этой тяги к колбу вам нужно немножко отклоняться назад и тянуть руками. Таким образом вы сконцентрируете нагрузку на задние пучки дельт. И как в прошлом видео я рассказывал, нельзя съеживаться и подтягивать трапециями. Также у вас будет рефлекс, как у многих людей, это кивание головой. То есть вы тянете и киваете. Вот этот кивок, он опять же дает нагрузку на трапеции. Поэтому фиксируем все, кроме плечевых суставов. И теперь мы дошли до самого интересного и относительно сложного. Это две рукоятки. Я люблю использовать текстильные, потому что они подвижны. С ними проще работать, их легче разводить между собой. Есть и металлические, есть даже на цепях рукоятки. Но это достаточно редкая штука. А текстильные часто встречаются в спортзалах. Все абсолютно то же самое, только мы разводим ручки между собой. Также тянем и стараемся между собой их разорвать, когда тянем на заднюю дельту. Есть еще один вариант. Допустим, вы уже достаточно опытный качок, у вас огромные плечи, и в кроссовере вам либо мало веса, либо вес уже настолько большой, что он начинает вас тянуть вперед. Вам неудобно стоять. И упереться некуда. Что делать в таком случае? В таком случае мы будем использовать горизонтальный блок. Почему его? У него соотношение нагрузок такое, что вес, который в нем выбираем, он будет тяжелее примерно в 2 раза, чем в обычном кроссовере, так как там больше блоков, больше рычагов и легче делать. Здесь делать тяжелее, вы уже не сможете взять такой большой вес. Во-вторых, есть платформы, в которые мы можем ногами упереться. И в принципе мы делаем все то же самое, просто с большей фиксацией. Мы упираемся ногами в платформы. Я люблю здесь делать двумя ручками. Здесь также можно делать все то, что я показывал. То есть канат, треугольная ручка, все как было. Техника точно та же. Блины иногда липнут. И тянем колбу. Как вы обратили внимание, точно так же тянем локоть и кисть назад. Просто в горизонтальном блоке. Если же вы высокого роста, вы можете регулировать высоту блока с ручками выше или ниже, как вам удобно.
Для тех, кто пониже ростом, я думаю, что меньше 1,70 м, то в принципе можно ставить блок на самый низ. Мне сейчас было не совсем удобно, я тянул снизу. Я бы поставил себе на 2 позиции выше. Не подписался на канал? Дрыщ по жиму, а погнал!